Добрый день, друзья! Сегодня я поделюсь рецептом невероятно вкусного торта с маковыми коржами и цитрусовой начинкой, который я готовила на новогодние праздники. Его можно украсить не только в новогодней тематике, но и по вашему усмотрению, в зависимости от случая. Сначала нужно приготовить маковый бисквит. Рекомендую приготовить бисквит накануне, чтобы он успел как следует настояться. Ссылку на рецепт оставлю в описании под видео. Заранее нужно приготовить цитрусовый крем. Для этого натрите на мелкой терке цедру с 2 апельсинов и половины лимона, а затем выжмите из них сок. В сотейник с толстым дном разбейте 4 яйца, добавьте 100 г сахара, 130 мл апельсинового сока, 50 мл лимонного сока и подготовленную цедру. Тщательно перемешайте и варите на умеренном огне, постоянно помешивая до загустения. После этого процедите смесь через сито, чтобы удалить комочки и цедру. Затем добавьте 140 г сливочного масла и 120 г белого шоколада. Перемешайте до полного растворения, накройте крем пленкой в контакт и полностью охладите. Теперь готовим сливочный крем с цитрусовой ноткой. Для этого возьмите 170 г сливочного масла комнатной температуры, добавьте 80 г сахарной пудры и взбиваем смесь в течение 2-3 минут до легкости и пышности. Затем добавляем 600 г сливочного сыра, тщательно перемешиваем с помощью миксера. В завершении вводим 130 г цитрусового крема, который приготовили, от общего объема. Снова хорошо перемешиваем до однородности. Приступаем к сборке торта. Каждый бисквитный корж аккуратно пропитываем апельсиновым соком, предпочтительно свежевыжатым или натуральным без сахара. Сначала наносим тонкий слой сливочного крема. Затем с помощью кондитерского мешка формируем бортик из крема по краю, а внутри делаем 2 круга. Промежутки между ними заполняем цитрусовым кремом. Накрываем вторым коржом, пропитываем его и повторяем процедуру. После этого накрываем третьим коржом, пропитываем и наносим оставшийся сливочный крем. Теперь торт помещаем в кондитерское кольцо и убираем в холодильник минимум на 4 часа для стабилизации. После того, как торт стабилизировался в холодильнике, его можно покрыть и украсить. Я использовала белково-заварной крем. Сделала с его помощью простой узор сверху и по бокам, а также украсила торт зефирным домиком и елочками, которые сделала сама. Для декора вы можете использовать сливочный крем, шоколадную глазурь, орехи, фрукты или посыпку. Все зависит от вашего вкуса и настроения. Если вам интересен рецепт белково-заварного крема, напишите об этом в комментариях. Я обязательно поделюсь с вами в одном из следующих видео. А теперь давайте посмотрим на разрез. Торт получается очень нежным, сочным, с ароматными маковыми коржами, легкой цитрусовой кислинкой и гармоничным сливочным вкусом. Просто наслаждение. Спасибо, что были со мной. Делитесь своими результатами и впечатлениями в комментариях. До встречи в следующем видео.